Дорогие друзья, привет! Давайте разберем неделю с 23 по 29 мая. Момент, когда пробуждается дракон. Реально здесь существует невероятная мощная энергия, словно бы вот оковы спадают, словно бы вот птенец, он просто вот пробивает своим носом окошко к миру. И из него прям вот ярко светит солнце. Ощущение того, что жизнь приобрела какой-то новый свет. Вы многие прям, я думаю, ясно в своем теле просто ощутите вот это спадение оков и ощущение какого-то света внутри. Вдохнули прям новой жизнью. Реально, Марс и Юпитер сейчас в первых градусах знака Овен. А Овен — это первый знак, это начало. И вот это ощущение того, что день начался, жизнь началась. Вот это, знаете, как вот начать жить с нуля. И это преисполнено вот каким-то невероятным открытым оптимизмом, светом внутри и ощущением того, что жизнь — это прям интересное место для участия. Здесь масса всего происходит. Знак Овен — это часто знак, который вот в драку лезет, там разберемся, фиг знает, что будет, просто вот дайте поучаствовать. Вот здесь какой-то внутренний такой мотив, я открываюсь к жизни, да к чему бы то ни было, здесь столько всего происходит, я хочу участвовать вот в этой жизни. И это крайне важный момент, потому что все, что происходило до середины мая, несло очень сильную рыбью энергию. Рыбья энергия — это сновидение, это внутренний мир. Это религия, когда мы там верим в Бога, молимся и, не знаю, там неделями, месяцами проводим в келье. Многие ощутили вот это состояние накрыло, и вот некое такое депрессивное, эмоциональное, может быть счастливое вот это эмоциональное пространство, но оно как будто в наваждении, как будто в сновидениях, как будто вот не в миру. Как будто вот контузило, и вот всю первую половину 22 года под состоянием какой-то оглушенности эмоциональной присутствуете. Сейчас двери распахнуты, птенец пробил своим клювом вот эту капсулу и хлынул свет. И такое ощущение, что вы пробудились к внешнему миру, к тому, чтобы быть человеком внешнего мира. То есть если первые месяцы это для кого-то вообще ощущалось такое просто коматозно-сонливое состояние, то, потому что царствовала главная планета рыб, это планета Нептун, она управляет, это знаете, как Морфей, который управляет царством снов. И мы все жили вот в каком-то состоянии такой придавленной, колоссальной, эмоциональной, может быть, депрессивной нотки. Все, харе страдать, давай действовать. Буквально так звучит вот эта неделя. И среда-четверг прям отчетливо закрывает все эти внутренние переживательные процессы, все эти эмоции, все эти коматозы. И прямо говорит о том, что не надо больше этого внутреннего мира, давайте займемся внешним миром. Давайте освоим, давайте что-то делать в этом внешнем мире, его освоим, его завоюем. Это вот внешний мир становится главным фокусом внимания. Если последние 5 месяцев собственные психозы могли быть главным фокусом внимания, то пофиг сейчас на эти психозы. Остались позади, и фиг с ними. Давайте займемся чем, что вокруг. И фокус внимания направляется на внешний мир, на его завоевание, на большое количество кучи дел. Здесь прямо у людей пробуждается энергия, и всем есть дело до всего. Такое вот чумачечное вступление. Короче, настоящая весна в душах, она начинается здесь, со среды 25-го. Очень интересно сны, которые вы увидите с 24 на 25, они как раз будут о вот этом пробуждении новой энергии. Сейчас дальше мы разберем все дни недели, разберем все знаки зодиака. Постараюсь, чтобы это было все-таки проясняющее, что с этим делать, энтузиазмом видео. Опять же уточню, что есть текстовые комментарии, когда вам сложно, нет времени видеть видео, вас сложно разобраться там со знаками или с чем-то еще. Есть просто
комментарий на канале, текстовая такая составляющая. Если вы подписаны, то вам эти текстовые блоки будут просто в вашем приложении на YouTube появляться, либо можете самостоятельно зайти на вкладку «Сообщество», и там по часам разложен там сегодняшний день, завтрашний день. То есть вы можете полноценно, даже без просмотра видео, не копаясь в этих больших видео, просто взять для себя нужную информацию по сегодняшнему, завтрашнему дню. Если что, там ссылки на конкретные минутные участки в каждом видео, где что пересмотреть, чтобы не ковырять и не листать все видео. Надеюсь, найдете полезным эту подписку. И давайте рассматривать предстоящую недельку. Давайте разберем день недели. Начнем с понедельника. Луна находится в знаке Рыбы. Это все такое размытое, эмоциональное. Это все такое переживательное, опять переживательное. Но, в принципе, эмоциональность, открытость, душевность, теплота, она присутствует в эти пару дней, хотя местами ощущение то, что эмоции вновь превращаются в какой-то ураган, в какой-то торнадо. Все опять такое пристрастное, все опять сверхчувствительное. Главным ярким по своему эмоциональному накалу будет вторник. Будет вот там ощущение того, что просто вот в сопли размазывает, какое-то состояние, ну, сложно, может быть, даже работать будет, но ощущение такого эмоционального фона, глубины, каких-то глубоких течений, все это прямо интересно будет прочувствовать, пронаблюдать, поэтому дни не столько рабочие, сколько сопереживательные. Очень интересно обратить внимание на сны. Со вторника на среду они будут иметь такой бойцовский, смелый характер, бурлящей, кипящей энергии. То есть, если понедельник, вторник, они местами даже сами по себе такие сонливые, то в ночь со вторника на среду пробуждается вот эта огненная энергия, и она может присутствовать именно в снах. Вторник. Тут, с одной стороны, есть предпосылка на то, что эмоции будут очень сильны, а с другой стороны, здесь идет переходная стадия, и энергия переходит в новое качество, в огненное. Поэтому может ощутиться как сверхмощная эмоция, так и одновременно, словно бы эмоции в какой-то уже переходной стадии в процессе трансформации. Поэтому, честно, для меня эти пару дней могут быть очень крайними по эмоциями, а может уже ощущаться как будто переход в новое качество. Собственно, здесь в среду, 25-го, Марс уже в знаке Овен, перешел в новый знак. Юпитер сейчас уже находится в знаке Овен, последнюю неделю-другую, но здесь он начинает себя максимально раскрывать. Фактически здесь происходит вот это зажигание, здесь происходит вот эта вспышка энергии, но пока это ощущается просто как свет внутри, как свет открытости, как некая такая просто слепая смелость, уверенность, что все будет хорошо, все будет интересно, все будет увлеченно. И жизнь такая интересная, открытая книга, в которой я хочу поучаствовать. И вот руки прям чешутся, бежать, участвовать во всем происходящем. Фактически с этого дня происходит открытие людей к деятельности в окружающем мире. Если до середины мая большинство людей находилось в таком сновидческом коматозе, в такой полудепрессивной, эмоциональной, переживательной, чувственной, сексуальной, но все это проживалось внутри и могло не иметь никакого отношения к окружающим делам и деятельности, то сейчас с этой среды фактически 80% энергии людей направлены на окружающий мир. Они больше не психуют, не переживают, не жуют сопли, не жуют эмоции, эти все, которые просто уже до тошниловки дошли последние месяцы. Все, люди становятся символом действия, направленным на окружающий мир, на завоевание этого окружающего мира, на активные, смелые действия. И вот это открытие нового мира, вход в этот новый мир, по сути, я бы считал вот эти пару дней, 25-26. Особенно рекомендую обращать внимание на сны, которые приходят в ночь с 24 на 25, они могут иметь вот этот символизм, который я сейчас рассказывал. Среда, 25, здесь очень важны еще разговоры финансового характера, здесь желание замахнуться в разговорах на какую-то великую задачу,
разговор о каком-то масштабном денежном деле. Но Меркурий сейчас ретрограден, означает, что эти разговоры будут еще очень хорошо так скорректированы 8 где-то июня. Поэтому переговоры вести, о сделках договариваться, но быть готовым к тому, что нюансы контракта еще уточнятся. В четверг также разговоры важные, денежные, также вот эта горячая, вспыльчивая, открытая к миру, к действиям, к новым инициативам энергия. Очень страстная ночь с четверга на пятницу, когда, да в принципе там не уснуть от страстей, от какого-то перевозбуждения внутри. Это, наверное, самый такой возбужденный участок всей недели, ночь с четверга на пятницу. Там просто вот кипят страсти настолько, что прям шоу какое-то страстей. Ух. В пятницу Луна перейдет в знак рационального Тельца. В субботу Венера перейдет в знак рационального Тельца. А в понедельник еще Меркурий уже перешел 23-го еще. Ну, суть в том, что здесь включается приземленная энергия. Хватит уже вот клубиться в воздухе, хватит уже вот этого яркого, тусовочного, зажигательного шоу, которое здесь творилось и в среду, и в четверг. Пятница пытается заземлиться, хотя здесь есть еще вот этот фон. Ну, во-первых, тут Луна переходит в знак Телец только где-то после 11 Москвы. Для Владивостока это уже вечер, например. Поэтому пятница, 27 мая, все-таки еще такой очень и очень горячий, энергичный в значительной степени день. А вот вечер пятницы прям вот словно бы всю пыль прибило дождичком к земле, и какое-то ощущение спокойствия, выдохнули, и как-то более умиротворенно ощущается время. Очень интересным является суббота, 28-е. Здесь масса откровений, масса интересных разговоров, очень много оригинальных. Здесь, в принципе, включается узел будущего, здесь включается Уран в субботу 28-го. И эти обе энергии, они несут массу инсайтов. Поэтому суббота, в принципе, очень оригинальная, открытая такая дата, день, и если можете съездить куда-то в новое место, открыть для себя какое-то новое пространство, новые идеи, новое сообщество, новых людей, в принципе, это происходит достаточно так комфортно и удачно. Спокойствие вот этой Луны в Тельце вечером 27, 28, 29 все равно относительно, потому что вот начался разгон огненной энергии с 25-26. Он постепенно набирает обороты, и подспудно, в принципе, здесь чувствуется на выходных, что часть людей вот обретает какую-то безудержную смелость, какую-то невероятную энергию сумасшедшего характера, которая вот проклюнулась буквально 25-26. 29 воскресенье. День очень хороший для переговоров, обсуждений. Здесь очень хорошо представлен Меркурий, дающий возможность обсудить любой вопрос с кем угодно, о чем угодно. И день на самом деле достаточно результативный. Он прям такой конденсированный. Но Меркурий ретроградный означает, что большая, ну не большая часть, но значительная часть каких-то разговорных моментов этой недели, она будет переиграна, когда Меркурий развернется 8 июня. Ну, он развернется 3-4, но новые свои позиции продемонстрирует где-то с 6 по 8. В принципе, вот это все мысли. Понедельник 30-го там новолуние, начинается новолуние в Близнецах, а вот здесь 29-го последний лунный день, он очень часто бывает таким серьезным, нагруженным, и какое-то ощущение такой сверхзадачи здесь прям висит в пространстве. Короче, на самом деле, вот эти дни, вторая половина всей этой недели, это просто ракета какая-то. Давайте разберем знаки зодиака. Начнем с именинников, со знака Близнецы. Для Близнецов неделя, ну, во-первых, интересна тем, что здесь Меркурий, ваша главная планета, переходит в знак материального благополучия, в знак Телец, и будет находиться в нем фактически до середины июня, до 13 июня. Фактически сразу прям вот
сразу становится повестка материального денежного согласования. Особенно она будет звучать 25 по 27, со среды по пятницу. Фактически идет разговор о крупной денежной сумме. И вообще внутри прям такой настрой на что-то великое, грандиозное, большое. Может быть, будет разговор о каких-то денежных займах или каких-то крупных денежных объемах, задачах. Ну, именно вот замахнуться на большое. Но Меркурий сейчас ретрограден, означает, что эти разговоры, они еще прям серьезно уточнятся 8 июня, когда Меркурий выйдет из ретроградности, а пока все-таки этот разговор о великом, который здесь, скорее всего, произойдет с 25 по 27, он еще имеет не до конца определенную природу, и вот это желание замахнуться на что-то большое, оно все еще, ну, как бы в любом случае здесь стоит обсуждать большое, важное, значимое, но быть готовым к тому, что будет коррекция числа 8. Вот. В остальном, для близнецов рекомендую обратить внимание на пробуждение дракона, которое произойдет здесь с 24 по 27 мая, которое может быть связано с очень яркой, такой прямолинейной, смелой, дерзкой личностью, которая буквально берет свое, местами не спрашивая. И возможно, обозначатся люди, готовые к смелым решительным действиям, как вот в личном ключе, так и в рабочей реальности. Прям появятся такие генераторы энергии, которые прям вот кровь кипит, бурлит, и в этой страсти, в этом огне могут быть совершены достаточно такие большие смелые действия. То есть неделя хороша как для разговорного жанра обсуждения финансовых проектов, так и для действий. Деятелями будете скорее не вы, деятелем будет, скорее всего, какой-то вот такой яркий, энергичный, сильный человек, который, в принципе, к среде 25-го достаточно ярко себя продемонстрирует. Пару слов для асцендентных. Меркурий в трине к Плутону – это 12-9 дом, это может быть крупные большие амбиции, связанные с 9-м домом путешествий, дальних стран, за границей, может быть иностранных партнеров, может быть что-то связанное с такими влиятельными, серьезными людьми, какие-то переговоры с ними по ретроградному Меркурию. А вот Овен, Марс с Юпитером в Овне, по сути, в 11 доме, скорее всего, это сильная команда энергичных людей, буквально таких бандитов, смельчаков, военных, с которыми у меня такая совместная группа для достижения каких-то дерзких задач. Для знака Рак. Для знака Рак очень важно увидеть вот эту огненную стихию, которая пробуждается здесь очевидным образом уже в конце мая. И она связана с тем, что наши раки чувствуют, что у них есть очень мощные клешни, которые можно просто взять и перевернуть этот мир нужным образом. То есть просыпается, как наши раки выходят на охоту. И вот эта тема такой смелой, дерзкой активности, она отчетливо начнет пробуждаться в крови, в настроениях, в делах уже в среду, в четверг. При этом это только начало. Июнь раскроет полноценно эту энергию смелых, энергичных действий. И также это может быть история пробуждения драконов, пробуждения сильных, энергичных людей, которые реально устраивают вокруг себя очень такое смелое, дерзкое пространство. Решительность людей, она здесь начинает прям показывать чудеса. И это отражается и в работе, и в личной жизни, и страсти, и энергия. Все здесь буквально переполнено. Но опять же, для раков может огромное значение сыграть понедельник и вторник, когда Луна в водной стихии предполагает сильнейший чувственный эмоциональный фон, который может продержаться вот эти первые 2 дня недели, и вот это
глубина, сила эмоций, переживаний, чувств, она здесь может прям накатить совсем так не слабо, очень мощно, очень стихийно. А вот в среду, в четверг происходит вот это пробуждение энергичных, деятельных людей, пробуждение вот этих драконов. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Вот. Очень хороший, важный денежный разговор с партнером может произойти в среду и в пятницу. Этот разговор будет потом скорректирован еще в июне, где-то 8 июня. Поэтому здесь можно вести и такие большие денежные переговоры также для вас. Для асцендентных. Луна находится в Рыбах, в Овне, в Тельце. Это, по сути, 10-11 дом. Это история моей карьеры, моего призвания. То есть, в принципе, рекомендую не столько домашними делами заниматься, сколько обратить свое внимание на внешние социальные процессы, которые есть вокруг вас, на вашу карьеру, на ваши амбиции, на вашу работу, с какими людьми вместе мне дальше двигаться, с какими развиваться, кто есть такой главный тягач, главная сила в моей карьере. Здесь могут обозначить такие люди, которые говорят о том, что сейчас вместе мир перевернем. Обратите на них внимание, они прям реально способны на это. Для знака Лев очень интересно наблюдать трансформацию, которую вы можете ощутить вот в конце мая сейчас. Ну, если понедельник, вторник для вас еще могут быть такими мутными днями, когда Луна в Рыбах в понедельник, вторник как-то замутняет сознание и еще сильный эмоциональный фон присутствует в пространстве, то в среду, в четверг буквально происходит такое глобальное прощание с эмоциями, которые депрессировали, которые давили, которые создавали психоз все первые 5 месяцев. И ощущение того, что буквально сбрасываю всю эту эмоциональную ношу, весь этот хомут на шее давящих эмоций, который фактически доводил до психоза, вот, особенно ближе к середине мая. Начиная со среды просыпается огненная энергия, просыпается сила, просыпается... Да, в принципе, львы, они ощущают, наверное, впервые за этот 22 год прям явственный прилив сил и возможности вершить что-то большое, громоздкое, большие какие-то задачи, возможности. Все это прям начинает постепенно возникать, проявляться в вашем пространстве уже со среды четверга. Хотя, конечно, полноценно огненная энергия раскроется, наверное, ближе к середине июня и даст вам, огненному знаку, полноценный вот этот внутренний мотив «я могу все». Ну, конечно, там просто сумасшедшая энергия начнет просыпаться, хотя здесь уже 25-26 кровь более резво бежит по венам, ощущение того, что я прям готов к каким-то свершениям, время приподнять свою голову, может быть, даже уже начать рявкать в своей саванне, чтобы все знали, кто здесь кто. Вот. Ну и в принципе жизнь начинает входить в очень энергичный деятельный период после коридора затмений и начинает проясняться, даже не столько проясняться, возникает просто чистая энергия внутри для личных свершений, личных достижений. Вот. Поэтому просто дерзайте, эта неделя прям заканчивает многомесячный цикл. И со среды начинается вот совершенно новая история. Если пару слов про асцендентных, рекомендую обращать внимание, когда Марс или Юпитер проходят границу 9 дома, именно в этот момент вы ощущаете максимальное освобождение, максимальную легкость и максимальную энергию. Опять же, Солнце сейчас уже перешло в знак Близнецы, и дальше в июне будет в Близнецах эта тема моей команды, с которой я очень много согласую. Согласования могут быть здесь уже и в среду, в четверг, и в пятницу, и в субботу. Согласую с командой какие-то совместные задачи, хотя главный все-таки мотив на конце мая почувствовать свою индивидуальную силу. Команда командой, а вот что я могу и могу все, вот это просто станет одним из интереснейших таких откровений, возможно, в среду и в четверг. Далее для Девы
Тут, с одной стороны, Меркурий возвращается в знак материальных задач и прямо в среду, в пятницу озвучивает достаточно большие материальные, местами завышенные ожидания, но все же желание замахнуться на что-то великое, на что-то большое. Поэтому прямо идет диалог о больших финансах, о больших активах. Но здесь же включается и сильно огненная стихия, которая готова рисковать, готова идти в опасные сюжеты, готова идти на абордаж. Возможно, появляются люди очень смелого, дерзкого, агрессивного темперамента и характера. И приходит понимание, что с этими людьми просто все возможно. Потому что их сила этих драконов, которые здесь пробудятся 25-26, она постепенно входит в жизнь. И Юпитер будет у нас до конца осени в огненном знаке, поэтому это на полгода прям такое приглашение познакомиться с драконами. Или с такими сильными, мощными людьми. Тут стоит, конечно, для дев главное внимание обращать на то, что Меркурий сейчас ретрограден с 10 мая и вот до где-то 3 июня. И любые слова, договоренности, обсуждения, а здесь есть прям серьезные обсуждения с 25 по 27, с среды по пятницу, эти все серьезные масштабные разговоры о великом, о большой цели, об крупных активах, все это будет еще очень всерьез уточняться с 6 по 10 июня, и там получит очень сильную уточняющую коррекцию. Поэтому любые планы сейчас еще имеют временное явление, но это не значит, что надо дожидаться начала июня. Все-таки, если можете здесь прям проводить серьезные переговоры, прям все карты в руки действуйте, и очень много конструктивных моментов здесь может быть согласовано. Особенно вот касательно такого большого, великого, значимого какого-то ресурса, актива или денег. Главное, наверное, вот этот ретроградный Меркурий и Юпитер, который символизирует смельчаков, энергичных людей, которые рядом с вами начинают быть проявленными все более и более. Для асцендентных добавлю то, что Марс с Юпитером в Овне, скорее всего, находится все еще у вас в 7 доме. И могут быть связаны вот с тем, что в моей реальности отношения приобрели очень смелый, дерзкий характер. 7 дом как тема личной жизни, как выстраивание союзов, начинает развиваться очень энергичными, овновскими, смелыми, дерзкими движениями, без вот этого мытарства, без вот этого эмоционального фона, который мог быть до середины мая, когда эмоции являются главным содержимым отношений, а действия непонятно какие. Сейчас главный фокус на то, что действие становится главным акцентом партнерства. И, конечно, обратите внимание, когда Марс с Юпитером будут переходить границу 8 дома, именно в этот момент очень вероятно кризисная, опасная ситуация, предполагающая наличие смелости и дерзости идти ва-банк прям. Для знака Весы очень такой яркий момент. Это один из самых энергичных участков всего месяца май. Это предстоящая может быть, вторник, среда, четверг, пятница. Да, в принципе, вплоть до субботы. То есть некое пиковое возбуждение, пиковое энергетическое состояние куража, смелости, дерзости идти на решительные, смелые финансовые решения. Тут стоит обратить внимание, что ваша Венера сейчас находится в знаке Овен, и она сейчас максимально дерзка. То есть вы прям в себе ощутите такую способность местами очень категорично, смело и дерзко заявлять о своих больших достаточно амбициях и возможностях, что сами немножко подофигеете со среды по пятницу, на что я вообще замахнулся или замахнулась, но вот эта тенденция резко, смело рвануть к какой-то большой, великой задаче. Главное, что здесь есть еще тема драконов.
который постепенно начинает присутствовать в вашем пространстве. Юпитер сейчас только перешел в первый знак Овна, и это может быть еще такой маленький дракончик, может быть их там несколько, и ощущение того, что рядом со мной есть какие-то успешные, влиятельные люди, способные на большой жизненный успех. И я, возможно, как-то этих людей, этих драконов, начинаю просто пока с руки кормить. Они, в принципе, уже проявляют свою смелость, они уже там дышат огнем, они уже там рвутся в какой-то бой, но вы здесь выступаете как такая матерь драконов скорее. Как человек, который скорее как-то даже их сдерживает или воспитывает пока. В общем, они пока, эти люди смелых, дерзких действий, они пока еще в режиме таких маленьких, еще только чувствующих свою силу. Поэтому если рядом есть персоны, которые вы понимаете, что с их смелостью, с их дерзостью можно вершить большие дела, то вы прям начинаете большой цикл взаимодействия, сотрудничества и совместных каких-то программ с ними. Любовная жизнь, она тоже здесь имеет очень такой вспыльчивый, горячий характер, местами грубовато-кардинальный, наотмашь, но переполненный страстью, огнем и увлеченностью. Для асцендентов сделаю акцент на том, что вся партнерская история с помощью Юпитера и Марса начнет реализовываться только когда Марс и Юпитер пройдут границу 7-го дома. А Марс может пройти и в июне, а Юпитер может в этом году и не дойти до 7-го дома. Это, в общем, нужно смотреть индивидуально в соответствии с вашей картой. Поэтому, опять же, внизу есть инструкция, как строить свою карту, свой асцендент, смотреть движение планет. Прошли они вот эту границу в 7-й дом или нет. В 7-й дом партнерства. А так, скорее всего, Марс с Юпитером большей вероятностью пока у вас в 6-м доме, и это больше символизирует активацию рабочих процессов, активной деятельности, просто люди пробуждаются к делам, и работа постепенно начинает закипать ко второй половине недели. Для скорпионов очень важно увидеть вот это вскрытие энергии. До этой недели фактически вся ваша энергия варилась внутри. В первую очередь было ощущение того, что какие-то глубинные течения настроений, переживаний. Иногда это доходило до какого-то пика, иногда это мог быть какой-то шторм, иногда какое-то просто безмятежное морское спокойствие. То, что происходит сейчас на этой неделе, это буквально встрепенулись и начали что-то делать. Начали заниматься окружающим миром. Харе вот это внутри все себя переваривать. Давайте что-то сделаем для окружающего мира. Это связано с тем, что Марс переходит в среду в знак Овен, и вы буквально ощущаете этот Марс, как вот внутри вас что-то открылось к окружающему миру. И главный фокус внимания теперь связан с делами, реальностью вот вокруг вас происходящей, а не внутри. И это такое прям интересное откровение. Прям вот может ощутиться, как душа нараспашку просто распахнулась. Но понедельник, вторник – это два последних таких вводных, глубоких, стихийных, чувственных, эмоциональных дня – все еще есть 23-24 мая. А вот с 25-го все. Душа нараспашку. Другой особенностью является хороший бизнес, разговоры. Тематика обсуждений, контрактов достаточно хорошо здесь звучит. В среду, в четверг, в пятницу, если можете согласовывать какие-то денежные дела, это будет получаться, в принципе, естественно. Но, опять же, помним, что Меркурий ретрограден, и все согласования будут иметь еще коррекцию в начале июня, около 8 числа. Поэтому любые разговоры на словах, может быть, и бумаги здесь получится даже какие-то подписать, и контракты, и какое-то финансовое обязательство с легкостью здесь может быть озвучено и подписано, но потом еще получит уточнение в начале июня, когда Меркурий развернется. Для асцендентных скорпионов тут
История в том, что Марс в соединении с Юпитером, скорее всего, находится у вас в начале знаки Овна в пятом доме. Это дом развлечений, это дом энергичного, яркого шоу, какой-то активности, может быть, тема спорта, тема каких-то увлечений, такого спортивного, экстремального, энергичного характера. Вдруг вот кровь как-то заиграет в теле и захочется как-то размяться в чем-то таком увлекательном, интересном, энергичном, поучаствовать. Вот. Ну, опять же, страстность, сексуальность, но уже такого более вспыльчивого, горячего характера, нежели как это все ощущалось последние полгода переживаниями внутри. Все, внутри хоры переживать, надо что-то делать, как-то выражать энергию. Для стрельцов, собственно, этот совет и является тоже актуальным. Хватит переживать все внутри, надо проснуться к жизни, проснуться к действиям, проснуться к какой-то явной внешней активности. В принципе, понедельник, вторник еще такие полусонные немного, но со среды, может быть, даже уже в ночь, со вторника на среду, не спаться будет. Будет ощущение того, что внутри просто какой-то котел энергии, эмоций, желаний, но не столько варится внутри, сколько вот валит наружу энергию. Знаете, как в мультике про кашу, которая «Каша, не вари». А вот она варит и варит. И вот это ощущение того, что вся энергия, она все уже не удерживается в вашем внутреннем мире, она просится наружу, вся ваша энергия изливается активностью, направленной на внешний мир. То есть если с января по май мы все переживали внутри, как-то удерживали внутри, вся энергия могла проигрываться во внутреннем мире снов, мечтаний, фантазий, то сейчас энергия не удерживается внутри вас, она прям раскрывается смелыми, яркими, интересными действиями. В принципе, душа нараспашку прямо вот здесь вот со среды. И внутренний мир больше не интересен. Главное, что происходит снаружи. И это теперь становится вашей главной площадкой реализации — окружающий мир. Юпитер будет в Овне до октября, и в этом смысле ближайшие полгода – это прям вот таких время активных динамичных действий. Интересным является, что здесь очень такие хорошие бизнес-партнеры могут быть рядышком проявлены в среду, в четверг, в пятницу, возможно, какие-то обсуждения, возможно, обсуждения с серьезными людьми, больших целей, больших задач, вполне здесь вероятно. Что касается... Да, в принципе, наверное, это главное. Главное помнить, что Меркурий сейчас пока ретрограден, и эти обсуждения денежные, они будут еще скорректированы где-то числа 6-8 июня. Для асцендентных обращу внимание, что Марс с Юпитером в начале Овна, скорее всего, третий дом – это тема энергичных, экстремальных поездок, разговоров, общения, коммуникации с такими людьми смелого, дерзкого характера. Они могут привлекать главный фокус вашего внимания сейчас, и с ними может быть какая-то совместная разборка, разговор. Также третий дом, связанный со знаком Овен, это экстремальные машины типа BMW, имеющие агрессивный характер. Вот что-то связанное с агрессивным вождением тоже может быть частью процесса данного. Да, пожалуй, все. Давайте пойдем далее для козерогов. Козерогам нужно обратить внимание, что в пространство на этой неделе входят бунтари. Люди, которые в принципе не способны слышать, учитывать мнение других, которые вот следуют своей вдохновляющей их энергии, вдохновляющей их миссии. Буквально в среду, в четверг, обратите внимание, есть ли эти самые бунтари, эти драконы, эти люди с сильным энергичным характером, которых буквально
хотел сказать, ничем не остановишь. То есть они просто пробивают себе дорогу. Этот Юпитер в Овне будет находиться полгода ближайший, и если вы уже видите вот такие энергичные, смелые, сильные, дерзкие заявления, то как-то надо с этим постепенно привыкать жить. Этого будет достаточно много, да и в принципе этот Юпитер, помимо бунтарства, этот Марс в Овне, помимо бунтарства, смелости и дерзости, также приносит энергию. Энергию действовать несмотря ни на что, несмотря ни на какие договоренности, какие-то там обсуждения, то есть энергию просто брать и делать. А этого местами очень не хватает, потому что все содержание с января по май заключалось в том, что люди либо в словах обсуждают что-то там, друг другом мыслями перекидываются, обсуждают происходящее, либо психуют эмоционально, потому что очень много воды, задавленные этими эмоциями, местами даже вплоть до депрессии. Здесь в конце мая включаются люди, которые не склонны ни к разговорам, ни к психозам, которые просто берут и делают, переполнены смелостью, уверенностью и ведут до конца свою позицию, не дрогнув рукой, не моргнув глазом, просто двигаясь вперед. И местами это прям как будто сменились лидеры настроения, сменились лидеры эпохи, словно бы прежний 2022 год отходит на второй план, а появляется совершенно новая реальность 2022 года, переполненная смелой, дерзкой энергией. Опять же, где-то это будет проигрываться как большая активная деятельность, которая начала кипеть, бурлить. Для кого-то это проиграется как люди, которые вот реально идут без правил, а просто свою позицию ведут. Помимо вот этой деятельной энергии, которая просыпается со среды, есть еще переговорная тема на этой неделе. Она для вас достаточно конструктивна. Вы можете достаточно успешно вести переговоры с близнецами, с девами, с весами, с тельцами, да, в принципе, даже и с овнами. Это может происходить со среды по пятницу. Это может быть согласование какой-то суммы, согласование какого-то финансового актива, может быть даже какие-то крупные подарки на пятницу легко здесь возможны. В любом случае энергия переговоров и энергия действий. Вот этого здесь будет хватать выше крыши. Ну а главное, что все зашевелились. Прям мир задвигался. Но для асцендентных пару слов добавлю, что Марс с Юпитером в Овне, скорее всего, это ваш второй дом. Ну а второй дом, он предполагает, что я зарабатываю, получаю доход, связанный с этой смелой, дерзкой командой людей, либо с этими смелыми, дерзкими действиями, либо вовлекаясь в опасные мероприятия. Для меня это способ моего личного дохода. То есть я пополняю этим кошелек, но на самом деле могу и свои деньги тратить на это в том числе, на какие-то смелые мероприятия. Вот. Ну и сотрудничество с этими огненными людьми, с этими драконами, по факту для вас может быть источником финансовой выгоды. Ну и в работе, соответственно, получаются такие новые агрессивные стратегии. Для водолеев очень значимый участок, очень наглядный участок – это предстоящая неделя. Понедельник, вторник, Луна еще в сонливой энергии рыб, и все еще ощущается как будто сквозь толщу воды, сквозь какие-то мутные эмоции, переживания, но в среду, четверг, может возникнуть такой эффект, словно бы сердце открывается. Возникают люди, ситуации, обстоятельства, которые буквально топят вас как лед, топят своим жаром сердец, топят своим каким-то смелым, ярким, активным проявлением. И словно бы наша Снегурочка, даже нет, как ее, которая там лежала в замке, заснувшая. Короче, здесь может появляться тематика того, что личная жизнь буквально пробуждает вас к жизни. Как эту дамочку в замке поцеловали, и она там проснулась. Также здесь есть история того, что отношения переходят в какую-то горячую стадию, в которой вот все это сонливое, эмоциональное,
такое полурастерянное состояние с января по май, оно заканчивается. Люди перестают жить в сомнениях. Люди перестают жить в какой-то эмоциональной мутности, неясности, неопределенности. Все не то чтобы разом становится понятным, но все, знаете, как солнце взошло и буквально высветило, открыло и сделало понятным, доступным многое. Словно бы жизнь приобрела совершенно иное качество очевидности, и это в очень значительной степени в том числе влияет на личную жизнь. Хотя та энергия, то солнечное тепло, которое открывает... Секундочку. Отключится у меня сейчас планшет. Та солнечная энергия, которая здесь пробуждается, этот... Марс с Юпитером в Овне, они на самом деле, наверное, даже в первую очередь повлияют на работу, а личная жизнь, возможно, даже фоном за этим. То есть ощущение того, что все проснулись. Вот реально, как утром, знаете, там петух кукурекнул, что он делает там, я не помню, как это правильно слово. Вот, и... словно бы жизнь зашевелилась. Какое-то ощущение того, что такой импульс пробуждения прям шандарахнул по башке. На самом деле здесь очень такая смелая, дерзкая энергия, которая реально, вот если вы там жили в деревне, и здесь реально вот кто-то прям клюнет. Главное, чтобы не в темечко, а то с этими деревенскими приключениями. Если вы были, конечно, ребенком в деревне, вы знали, каково это с этими петухами там воевать. И каких из них лучше обходить стороной, а то потом не убежишь. Короче, здесь есть такие люди, которые готовы прямо резко, смело решать, прыгать в ситуацию. Там разберемся. То есть вот это время смельчаков начинается. Время драконов. И, в принципе, здесь в среду, в четверг, возможно, вы уже начнете знакомиться с этими первыми проявлениями драконов, сильных, ярких людей, и многое проясняется, многое выходит на поверхность, больше нет таких скрытых, тайных, мутных энергий, как они были до мая. Жизнь проясняется. Очень интересными для вас могут быть выходные, пятница, суббота, воскресенье. Там, в принципе, еще включается узел будущего, какое-то новое место, какие-то оригинальные обстоятельства. В принципе, жизнь свежа, интересна и увлекательна. Таков главный мотив второй половины недели. А понедельник, вторник все-таки еще какая-то мутность может быть присутствовать и какое-то такое ночь перед рассветом. 25-го рассвет уже однозначно. Для асцендентных овнов уточню, что Марс с Юпитером, скорее всего, находится у вас в первом доме. И, по сути, это пробуждение к жизни, к энергии 25-26 может ощущаться лично вами самими. Словно бы я имею инициативу сделать что-то свое. То есть у меня появляется какое-то новое интуитивное, лидерское, нет, не столько интуитивное, просто лидерское качество. Я делаю что-то самостоятельно. Я чувствую в себе энергию для того, чтобы там переворачивать горы. И, возможно, я чувствую энергию для того, чтобы сделать какой-то свой самостоятельный финансовый проект. Ну, это связано с тем, что Марс связан со вторым домом, ну или в какой-то степени перейдет скоро во второй дом и акцентирует вашу личную финансовую независимость через эту бунтарскую, смелую энергию, которую вы здесь пробудите 25-26. Для знака рыбы, да, это такая крутая, важная прям история. Рыбы управляются двумя планетами, Нептуном и Юпитером. Юпитер, который меняет знак, уже изменил знак, перешел в знак Овен, он связан с вашей социальной реализацией в первую очередь. Нептун, управляя рыбами, управляет их внутренним эмоциональным миром, тонкостью чувств, восприятием, музыкальностью, магией, которая присутствует в вашем пространстве. А вот здесь, на этой неделе, мы отчетливо видим новые программы Юпитера. Программы новой социальной реализации, имеющие качество смелости, дерзости, уверенности. Словно бы вы входите в новую эпоху социального
признания, может быть, какого-то успеха, и жизнь от вас требует смелых, дерзких, прямолинейных проявлений, когда вы смело буквально входите в пространство и действуете местами даже не по рыбье, местами не грустно, уныло и, как знаете, этот Пьеро из мультика про Мальвину и Буратино. Рыбий типаж – это вот немножко про Пьеро. Такое грустное, сонливо-сопливое. Здесь ваша энергия, ваша главная планета, которая управляет вашим поведением, переходит знаковно, и вы начинаете играть роль Артемоса, или как он там, пес был у этой Мальвины, Артемона или кто он там. То есть очень энергичную, сильную позицию начинаете занимать в этом мире, и сами удивитесь себе, что я вот здесь даже на кого-то там налаял, какую-то энергию там, характер показал. Это может произойти, в принципе, уже в среду, в четверг. Давайте понаблюдаем. Фактически зарождается вот такой смелый и агрессивный характер в ваших проявлениях. И все, что связано с вашей социальной активностью, с возможностью показать себя, показать вот там, хотел сказать, это тапком по столу постучать, это тоже, пожалуйста, с таким. В общем, заявить о себе как о смельчаке, воине, способном на какие-то смелые действия. Ну, все предпосылки к этому уже будут где-то звучать. 25-26 хотел сказать, ну хотя бы тараканов там этим тапком пофигачите. Вообще это интересный такой момент, когда вы начнете обнаруживать в себе, кроме типичной меланхоличной вот этой творческой энергии рыб, эмоционального характера, начнете обнаруживать в себе прям такую, ну местами даже злостную энергию Марса, злостную энергию Юпитера в Овне. И ощущение того, что у вас прям вот внутри вулкан какой-то разогревается и начинает постепенно плеваться этими огненными, чем он там, лава. Ну, лавой он не плюет. Ну, в общем, вы меня поняли. Все это было для солнечных и асцендентных. Если пару слов для асцендентных, то у нас Марс с Юпитером переходит прямо в первом доме, потому что весь знак Овен обычно у вас в первом доме, переходит в знак Овен, и это, по сути, то, что вы чувствуете себя Овном. Это очень интересное такое сравнение. Асцендентные рыбы, они всегда немножко Овен, то есть при первом знакоме они такие милые няшки, а уже при второй-третьей встрече вы понимаете, что часть их первого дома – это полноценный Овен, там такие зубки начинают выглядывать, что вы просто в шоке. Поэтому с асцендентными рыбами дружить, если у вас есть такие друзья, знакомые, если вы сами такие, вы понимаете, что ваш рыбий асцендент – это всего лишь такой муар на поверхности, не знаю, как такое, такая размытая мягкость, нежность, чувствительность, чуткость, но в какой-то момент из-за этой чуткости такие зубы прям так хоп, и взяли свое, утащили свое. Вот здесь вы прям почувствуете вот эту остроту зубок ваших. И почувствуете, что из всего вот этого магического тумана вашей рыбьего внешности асцендента прям отчетливо проступают какие-то красные агрессивные нотки поведения. Ну, не знаю, там вам захочется более ярко акцентированной внешности, более смелого местами, вот переходящего из размытого в такие агрессивные нотки поведения. То, что асцендент в рыбах, это, вот знаете, такой архетип из восточной сказки, где там под 7 вуалями, или как это, там, восточные танцы, вот где, если это магия, есть вот какая-то сказка, есть какая-то недосказанность, и асцендентные рыбы, они очень искусны вот в создании такой магической обстановки. А здесь прям вот асцендентная рыбка показывает зубы. И кого-то это прям, ну, напугает. В любом случае, это очень сильный первый дом будет. Первый дом – это я сам. Я не слышу, не хочу слышать других, я сделаю, что я хочу. Вот моя дубина, вот моя жертва. Потащили в пещеру. Ладно, пещеры пещерами. Короче, такие вот мысли, истории. Ну, короче, вы отчетливо поймете, что вы не только рыбы. У нас первый дом поведения, то есть кто мы,
Вот это весь первый дом. Обычно у рыб он на 3 знака. То есть асцендентные рыбы, они 3 сущности в себе очень легко содержат. И вот эту мягкость при первом взгляде, при втором-третьем знакомстве приходит понимание того, что они матерые овны. Ну, потом, может быть, еще где-то в чем-то профанит и тельцовская энергия. Ну, в общем, такие вот ассоциативные ряды. Надеюсь, нашли это все полезным, а мы переходим к нашим овнам и тельцам, потому что прогноз сделан с именинников, и надо уделить время тем, кто сейчас оказался в последнем списке, но на самом деле овны первые в значимости на эту неделю, потому что ваша главная энергия включается просто по самой не балуй. Блин, это прям вот невероятно, что вы здесь начнете. Давайте тут уточню. Марс с Юпитером здесь находятся в первых градусах Овна. Первые градусы, они всегда, еще скромные. В них еще нету какой-то жести. Но это как, знаете, такой малыш, который выглядывает на поле боя жизни и уже даже еле там переваливаясь, туда прям вот это рвется. Это как маленькая собачка, которая видит, что там где-то большие дерутся, а происходит какая-то там битва, что-то там такое возбуждающее, вдохновляющее. И она еле ковыляет, но бежит уже туда. И сама ничего еще не сделает, сама еще там никак не поучаствует, сама еще не сможет внести какой-то вклад во все это, какой-то импульс. То есть там, но вот эта открытость, вот эта тема влезть в драку, вот эта тема «хочу», вот эта тема «бегу», открыт, навстречу приключениям. Ну, дальше там приключения будут с этим Юпитером, Марсом в Овне уже в июне раскрываться очень сильные. А здесь вы просто ощутите вот этот импульс «я открылся», я просто бегу куда-то, бегу навстречу приключениям, навстречу приключениям пятой точки. И вот этот импульс открытости, он прям, как чудо. Вот реально. Знаете, словно бы люди, да и вы в том числе, до середины мая ходили вот в каком-то таком состоянии депрессивной замкнутости. И даже солнечные лучи, они не проникали в вас, как будто вот вы под таким моросивым дождем. Здесь выглянуло солнце, и оно такое ощущение, что у вас внутрь проникло. И у вас как-то светло просто в душе. Ощущение того, что легко вздохнул. Ощущение того, что свет изнутри, свет распирает. И какое-то чувство, что жизнь словно только началась. Вы знаете, как проснулся утром, и хорошее настроение. Ничего не помнишь, что снилось, да и слава богу. И вот это состояние просто кайфового, открытого миру. Без вообще каких-то ожиданий от этого мира. Просто хочу нестись. Там что-то происходит. Бегу, несусь туда, хочу поучаствовать. Не знаю, что происходит. Просто влезем в драку, там разберемся. И вот это ощущение того, что движняк какой-то намечается. Жизнь открылась, и вы открылись, и все. Пошло-поехало. По идее, такие состояния должны быть. Это в среду, в четверг. Но опять же, вы отпишитесь, насколько вообще такие. А то я вам здесь разрисовал. Очень интересно. Здесь проигрывается Венера, планета, символизирующая любимого человека и программу любви. А на Венера-то здесь находится в последнем градусе Овна. И она символизирует матерую амазонку, не знаю, императрицу, хотел сказать. То есть, если ваш Марс вошел только в первый градус, и он еще как вот этот маленький щеночек, просто вот там какой-то кипиш происходит, хочу туда к ним. И открыт. Пятая точка. Стремится найти свои приключения. Вот. А Венера здесь находится в последнем градусе. Это означает, что есть близкий человек, есть любимый человек, есть программа любви, симпатии, но она связана с каким-то матерым воином, с матерой такой сильной личностью, персоной, которая себя очень мощно демонстрирует. Не знаю, мама нашего щеночка. То есть она там очень ярко, мощно себя проявила. Это все сейчас очень абстрактно звучит. Короче, есть
Возможно, какой-то объект любви, пример яркого, энергичного, сильного человека, которого вы прям обожаете. И вы по сравнению с которым себя ощущаете еще щеночком. Вот, возможно, такая персона будет рядом, и, возможно, вы ей вдохновитесь, очень вероятно, противоположного пола. Я, честно, в шоке, куда меня эти ассоциации все уводят. Вы что-нибудь вообще понимаете, а то все оно как бы интересно, но понятно насколько. Короче, здесь может быть очень яркая, сильная персона, которая является объектом вашей симпатии, хотел сказать, от которой писаешься прям. Вот, возможно, таковая будет. Возможно, вы таковой для кого-то будете. И с одной стороны, есть эта открытость, и есть эта яркость Венеры, как какой-то симпатии и, может быть, такой яркой влюбленности. Короче, вот такой набор суповой нас ждет на неделе. Надеюсь, найдете его полезным, интересным и увлекательным для проживания. Для асцендентных акцентирую, что Марс и Юпитер, они включатся полноценно в вашу сюжетность жизни, когда они пройдут границу асцендента первого дома. Тогда вы их увидите, ощутите, прям признаете. Пока они в 12-м, это может как-то подспудно чувствоваться, что что-то у меня подкипает внутри. Но как только Марс перейдет границу первого дома, вы сразу буквально в этот же день разобьете себе лоб об что-то. Ну, вообще это символично очень для овнов иметь отметины на лице, потому что овны стукаются, и особенно асцендентные овны. Для них в принципе характерно иметь отметины. Потому что символ овна – это вот баран, который стукается и который вот своим лбом разбивает что-то. И для солнечных, в принципе, овнов это тоже может быть типично, но особенно для асцендента. Им крайне важно вот во что-то прям врюхаться. Нет, не врюхаться, а встукнуться, бодануться. Когда Марс будет проходить границу первого дома, вы точно что-нибудь боданете. Ну и в принципе вы будете склонны к экстремальным, опасным, смелым, крайним действиям. Тут уж вы сами себя лучше знаете, чем все остальные, поэтому это и страстность, это и яркость, и это энергия, но одновременно это местами страшно рядом с вами находиться в такие моменты, когда Марс идет у вас по первому дому. В общем, буду ждать ваших историй от приключений вашей пятой точки и об кого вы стукнетесь. Последними у нас идут те, кто были первыми буквально вчера. То есть тельцы. Для тельцов неделя, с одной стороны, неделя она важна для всех знаков зодиака, потому что здесь много энергии, много активности, много энтузиазма. Но ваша Венера здесь проходит последние градусы в знаке Овен и максимально сильна в своих смелых, дерзких, взрывных настроениях. Это проявится отчетливо где-то к четвергу 26-го. Вы там просто как калий. Всем бошки можете поотрывать. Вы это как прямую инструкцию не используете, конечно, но вот это ощущение такой мощной, взвинченной и достаточно агрессивной энергии, оно прям начнет ощущаться. При этом важно понимать, что рядом с вами могут появляться маленькие драконята, маленькие дракоши. Вы среди них не то чтобы мать драконов, но вы можете чувствовать себя очень сильным, зрелым воином или таким. Здесь очень много вот этого воинского архетипа внутри этой недели, особенно в середине недели. И ощущение того, что я готов или готова к смелым действиям, а рядом есть вот эти дракончики, которые прям учатся этой моей смелости, этой моей дерзости, берут с меня примеры и вдохновляются ей. Идеальный, наверное, был бы пример, если вы там какой-нибудь преподаватель спортивной секции, и тут к вам малыши поступают, мальчишки, которые вот смотрят на вас и прям так, тоже хочу так драться. Тоже хочу так зажечь. Блин, это все сложно. Опять же, я понимаю, что
Ну, может быть, один-два человека из смотрящих меня связаны со спортом, с этой сильной спортивной марсианской энергетикой, которая здесь бушует. Но даже если вы не связаны, то вы ее в спортзале ощутите. Вы ощутите, как вокруг люди вот полны энергии, и главное, вас воспринимают как пример такого энергичного, сильного, деятельного человека, который вот прям, прям вот так вы себя можете тут показать. Ладно, это все. Честно, для меня немножко эта неделя похожа вот на такой детский спектакль, в котором вы играете роль самого взрослого и матерого, а вокруг вот они там и волки, и семеро козлят, и вот они тут спектакль строят и характер показывают. Но все понимают, что самый главный тут по характеру – это, скорее всего, вы даже. И как-то так, послушны к вам. Ладно, спектакли спектаклями. Здесь очень сильно включаются еще финансовые переговоры, и со среды по пятницу может быть достаточно важный денежный разговор. Он достаточно эффективен, он может быть связан с большими ставками, с большими денежными амбициями. Поэтому постарайтесь здесь ухватить какую-то амбицию. Вы, в принципе, в состоянии «я сильный, я все могу». Со среды по пятницу там много нервозности, но силы больше. А на выходных Луна вообще в вашем знаке, вам вообще там хорошо. В воскресенье, точнее в субботу Венера вообще переходит в ваш знак, вам совсем хорошо. Поэтому чем дальше, тем лучше. Вот на этой ноте и подведу конец. Единственное, уточним пару слов для асцендентных. Так как Венера буянит сейчас в знаке Овен, да и Марс с Юпитером тоже все это в 12 доме, это все может говорить о том, что все страсти, которые я сейчас рассказывал, они могут быть связаны с людьми тайной, людьми скрытыми, не афиширующими, не знаю, там бандитами, например, какими-то, которые, в принципе, не ведут публичный образ жизни. То есть вся вот эта пристрастность, горячность, вспыльчивость, мать драконов, это все может быть какой-то сугубо частной реальностью, о которой никто не знает, но в которой все очень горячо. Что-то такое таинственное, горячее, страстное, сумасшедшее здесь вот 25, 26, 27 может разыграться как спектакль. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, вы нашли для себя какие-то ответы, понимание того, что на этой недельке ждать вообще. Хорошей вам недели и до связи.